Приветствую вас, друзья, опять на своем канале. Всем здрасте, меня зовут Павел, канал Гараж и Дача. Сегодня видео такое посвятим, значит, проблемам систем выпуска, да. У меня почему-то создается впечатление такое, что глушители, которые продают, чтобы заменить в качестве ремонта, для того, чтобы мы отремонтировали свою систему, они продаются не совсем качественные. Почему так происходит, я не знаю. Видимо, наверное, все-таки вот мое убеждение, что такой вот металл. Я один раз уже менял глушитель, это вот уже второй раз. А до той замены я увидел, что там стоял глушитель родной. Да, в местах соединения, значит, труб приемных с самими глушителями там все прогнило, все развалилось. Но, извините, на тот момент машине было 20 лет. И если даже тот хозяин как бы зимой не ездил, то 20 лет срок, как бы, скажем, солидный, да. В 2016 году я поменял систему выпуска. Полностью было поменено, значит, поменено после там катализатора или пламегасителя. Я, честно говоря, даже уже и не помню, не смотрел тогда толком. Я поменял трубку эту соединительную, поменял все хомуты, все подвесы, заменил, значит, промежуточный глушитель и основной. Выбирал я не дешевый, такой более-менее нормальная цена была, такая цена-качество, как мне сказали. Вот, поставил, и оно у меня отработало, значит, получается, зиму с 2017 года на 18, с 18 на 19 и с 19 на 20 год. Получается 3 зимы, ну а в общей сложности глушитель простоял чуть больше 3,5 лет. И гофра, значит, была чуть раньше заменена, она проработала 4 года. И все накрылось в одночасье. Я показывал где-то на своих видео, как я там все позаваривал на всякие латки там, и как бы зиму и вот эту вот 2020 года и 2021 года я протянул. Я брал такую трубу 50 диаметра внутренней и, короче, грубо говоря, разрезал прогнившие участки, вставлял туда трубки эти и заваривал. И это помогло. Но когда я приехал на СТО с просьбой заварить мне гофру новую, они мне позвонили буквально там через где-то полчаса и говорят: ты не хочешь заменить полностью всю систему? Цена замены вместе с запчастями мне обошлась чуть больше 100 евро. Ну, я согласился. Они мне полностью поменяли всю систему. Я приехал домой, то есть ехал, смотрел, чтобы нигде не было каких-то посторонних звуков, проверить, как это было сделано, качественно или нет. Я приехал домой, и по дороге я, в общем, ну, все у меня было нормально. Но когда я приехал, начал детально рассматривать, там уже все глушители в сварке, приемные трубы и, значит, и сварка самих глушителей. Там даже швы сварочные не зачищены. То есть вот так вот у нас сейчас изготавливают запчасти. И я пришел к выводу, что, конечно, надо эту проблему решить. Как решить? Ну, возникла только пока одна идея. Для начала главное, значит, надо его просто прокрасить. И я поехал в магазин и купил краску на какой-то силиконовой основе серебристого цвета, но она жаростойкая до 750 градусов. И слава богу, что я попал в гараж и вовремя это дело закрасил, потому что после этого буквально там через несколько дней начался снег, дождь, вода, грязь, слякоть. И, короче, я успел это сделать до вот этих вот всех катаклизмов таких природы. Летом я обязательно еще раз прокрашу. Я слышал такое мнение, что глушители больше гниют снутри, потому что там собирается влага. И есть много, смотрел таких видео, где говорят, надо дырку просверлить, и чтобы типа конденсат и вода стекала. Ну, я не сторонник таких, я не буду так делать. Почему? Потому что я глубоко убежден, что даже если стечет эта влага, то проехав потом по каким-нибудь лужам, эта влага еще больше туда попадет. И, короче, там будет просто-напросто такой аквариум. Что будет, опять же, повлечет тому, что наш глушитель просто будет ржаветь, в буквальном смысле слова. Я сторонник такого мнения, что просто-напросто надо на машине почаще ездить, надо дать ей просраться, если вы мало ездите. Вот у меня, например, от дома до работы у меня 8 километров, соответственно, машина не успевает толком прогреться, и это влияет как бы на работу выпускной системы, да, она там может быть начинать ржаветь. Поэтому что я делаю? Я, когда куда-то еду, я просто даю ей под хвоста, чтобы
Она полностью там выбила всю эту грязь. Короче, грубо говоря, дайте, не жалейте машину, дайте ей 4000 оборотов там где-нибудь, да, вот, чтобы она полностью проперделась, так сказать. И тогда вылетит весь этот конденсат к чертовой матери. Машина, вы увидите, машина после этого просто-напросто перестанет парить, не будет пара. Ну и сейчас вот можно выйти из машины и как бы постараюсь показать вам, как там вот вон выглядит, да, как я там что закрасил. Летом, когда настанет тепло, я еще раз залезу и еще раз очень все тщательно прокрашу. Особенно места соединения, то есть болтовые, места соединения сварок, может прокрашу даже 3 раза, положу хороший слой, чтобы это хозяйство сохранилось, ну, подольше. Ну, а то, что они вот так вот происходит с ними, ну, это как бы, скажем так, уже вина, наверное, производителей, которые так делают. Ну, наверное, хотят, чтобы мы почаще ездили в магазин и почаще отдавали им деньги. Насколько я могу достать, соответственно, как есть, то есть освещение, можете посмотреть, как это все выглядит. Но я еще раз прокрашу все швы. До этого они были все не прокрашены. Всех благодарю, то, что посмотрите это видео. Делитесь ими, если вам интересно. Пишите комментарии, обязательно задавайте вопросы. И до скорых встреч. Все, пока.